Господа, отличные новости, только посмотрите на эту красоту. Это новая карта от Тинькофф Банк с уникальными условиями для новых клиентов. Она называется Тинькофф Киберпанк. 3,5% годовых, которые приходят вам на карту каждый месяц живыми деньгами, 1% кэшбэка вообще с любых покупок и до 15% кэшбэка на выбранные вами категории, которые вы определяете каждый месяц. И 15% кэшбэк вы получаете на покупку билетов в кино, на концерты или в театр, если делаете это через приложение Тинькофф Банка. Причем сам кэшбэк вам приходит не баллами, не бонусами, а самыми настоящими рублями, которые можно даже снять в банкомате. Снимать деньги можно, кстати, в любых банкоматах в мире, то есть вообще в любой стране. Также без комиссии можно переводить деньги с карты на карту по номеру телефона или по номеру карты абсолютно в любой банк. Ну, естественно, если вы закажете карту именно по моим ссылочкам в описании, то вам приедет уникальное предложение, в котором также еще сверху есть 10% кэшбэк на покупку игр для PlayStation, Xbox, Steam, Origin, Blizzard и еще очень много других. Так что торопитесь, проходите по ссылкам в описании и заказывайте карту, ибо их количество ограничено. Здравствуйте, господа! Этот день мы приближали с вами как могли, потому что КамАЗик собран полностью, и нас сейчас ничего не отгораживает, не отдаляет от того, чтобы взять и просто на нем выехать и навалить. Но выехать и навалить на дороге мы, конечно, сейчас не сможем, потому что мы ничего это не тестировали. Поэтому мы прибегаем к помощи, как всегда, культуры заноса. Начинаем с замеров до 100, а там, как знать, по мокрому, может быть, и бочком пойдет, может быть, и все будет в порядке. У нас есть с виду уже самый обычный КамАЗ с платформой, на которой якобы что-то может перевозиться, причем фактически так и есть. Потому что, напоминаю, соль проекта была именно в том, чтобы при всей скорости, мощности этого грузовика все-таки оставить его функциональным. Таким образом, он вернулся в свое нормальное состояние. При желании можно сделать сюда гидравлику, чтобы это даже съезжало. У нас поменялся по конфигу, как вы видите, из-за того, что рама немножко растащилась, но не хотелось сделать машину супер длинной, поэтому платформа грузовая сзади оставлена той же длины. При этом визуально, поскольку рама-то стала все-таки длиннее, у нас задняя телега уехала ближе к концу платформы, и мы таким образом лишились заднего свеса. Во всем остальном, ребята, КамАЗ как КамАЗ. Фонари фонарят, номер висит, мосты сзади перевернутые есть. Так что сейчас быстренько грузимся и едем на культуру заноса дико исполнять. До победного прям. Ну что, настало время адаптироваться внутри КамАЗа. Представьте, что вы садитесь в любую машину, а в ней все передачи вот такие, что, куда, короче, двигать, с какой трогаться, зачем, непонятно. Пробуем. Так, это у нас крадущаяся передачка, это ясно. Попробуем повыше. Тоже ясно. Оп. Другой ряд. О, мы уже едем, хорошо. Мы прям едем. Попробуем нажать газ в пол. Ну-ка, 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 ну-ка. Слишком низко обороты были. Она прям валивает. Она прям валивает. Редуктор сзади издает необычные звуки. Ну-ка, попробуем. Пониже, пониже и туда. Я понял, вся жара начинается после 1200 оборотов. Надо, то есть, передачку делать немножечко сюда. Так. Да, жестко. То есть даже чувствуется приход. Для грузовика это крайне необычно. Но он есть. Давай, начинаем мы, по идее, с самой низкой. Ну, ба. Старт уверенным не начнешь. Дальше и сюда. И проваливаемся. Не так, не так, не так. Надо переключаться. Ну, до 50 мы разогнались вполне себе спокойненько вообще. Не шурша. Короче, надо понять, какая передача по факту первая будет у нас. Какая передача будет вторая. Давай, пробуем. То есть первая это точно крадущаяся. Это вот такая. Потом с нее надо, не меняя ряд, без делителя, оп, сразу на четвертую пробовать. И активнее газом. Газ надо продавливать.
Но что-то долго. Ай, не смог вовремя переключиться. Но чувствую, из 10 мы так не выйдем. Потому что все равно нет суперактивного старта. Первая передача получается слишком длинная. Это так. Потом отсюда выскочили и сюда. Ну давай. Пробуем. Есть, вот это лучший старт. Да никак. Нет, коробка такая, что так здесь не сделаешь. Переключение. Ну давай, хорошо, давай прямо спокойненько переключились. Пусть долго, но хоть как-то переключимся. Да! Да, типа того. До 60 10 секунд вышло. Типа того. 10 секунд до 60. Короче, надо мерить разгон до 100. Все будет хорошо. Ваши ставки. До скольки разогнался и за сколько? Ты разогнался до 60 секунд за 7. 10. А выглядело как 7, да? Но вот последний раз я понял, как стартовать. Последний раз красиво. Да, он старт прямо аж вдавливает на старте. Но переключаться, короче, капец. Вся потеря только на переключениях. Так-то она валит, но никак не переключиться, да, потому что... Пошел дальше и, короче... Ну что, надо ехать напрямик, я считаю. Хоть до сотки понять вообще, как, чего. С передачами разобрались более-менее. Погнали? Ебой! Мощный! Команда! Это медленный, но дрифт. Я кручусь прям вокруг точки нужной. Жестко, жестко. Мотор. Немного перегреваться начинает. Не сильно, но начинает. Блин, ну это жестко. Это половина по сухому. Давайте быстренько проверим, как себя чувствует коробка, мосты. Все ли в порядке? Они холодные вообще. Редуктор комнатный. Все держит абсолютно. Причем какие нагрузки держит, вы видели? Столько дыма. Такая мощь просто. Вот это КамАЗ. Вообще по-другому. Передаточные числа реально решают. Просто супер КамАЗ. И боком половина по суху проходит, половина по мокрому прям. Ну как боком? Конечно, очень медленно, понятно, но это жестко. Сцепа самое главное держит. Я боялся, что будет буксовать сцепа просто. Но она держит. Ну как, смотрится, Владян, да? И в середине постремнее стоять, да, нежели когда легковая вокруг тебя крутится, и вот эта пятитонная. Но эмоции прям конь, я тебе могу сказать. Прям тебя колотит. Так страшно из кабины рулем, только бы не ошибиться, чтобы он куда-то не улетел туда, в вас. Особенно, когда я раскрутился, дым
Я так на полукруг выхожу и в дым вхожу в стену. Думаю, где ребята? Вот смотрю, сверху отскакивает. Думаю, ништяк, лупим дальше. Очень жесткая тачка получается. Очень жесткая. Да, ну что, господа, самое интересное. Впереди у нас около 3 километров прямика. Значит, этого гарантированно хватит для разгона до 100. Надо понять, за сколько у нас это получится с вами. Давайте, безопасность прежде всего. Если в КамАЗе вообще было такое слово. Энерговооруженность у нас, то есть машина тяжелая, на самом деле больше 100-120 сил на тонну. То есть ехать мы должны до сотни, не знаю, 8-9 секунд, наверное. Но грузовая коробка очень непонятно. Пробуем. Не получилось. Пропай. Ну, короче, понятно, что я сейчас снова не угадал. Давай, уже 65, и все равно. Да, это трындец. И мы упираемся в отсечку до сотки. Не дотянуть, проклятие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не знаю, не получилось. Просто не получилось. Давайте попробуем просто сам факт до сотки разогнаться. В принципе, на КамАЗе. Ай, мотор запорохлил. Ничего себе. Погоди-ка. Все, мотор приезжает. Вот это номер. Что случилось? Очень неожиданно. Все у нас постоянно кончается. То коробки, то двигатели. Где успех? Где доминирование? Где вообще все? Че с движком? Че с движком? Нету 2 цилиндров, типа того. Парочки даже нету. Теперь одного нету. Цилиндры возвращаются. Уже хорошо. Давай, поехали. Хорошо. И никак. Да и никак, все равно третья сразу зашла, тварь. Давай туда. Никак, нет, эта коробка очень медленная. Это супер медленная коробка. Это супер медленная коробка прямо. И 97, 98. И мотор. Снова мотор. Все, снова мотор приехал. Никак. КамАЗ, конечно, для такой скорости создан весьма условно. 98, 99, 100. Все-таки 100 есть на приборах. Обалдеть. И дальше не хочет снова. Все, и мотор приехал. Все, опять цилиндры откололись. А, и температура даже ползет. Да что ты? Да что ты? Совсем прям нашему не нравится другу все эти динамические движения. Так, короче, я походу понял. Я не умею переключаться. Давайте попробуем по классике переключаться на половинках. То есть у меня была какая тактика? Я переключаюсь только целыми передачами сразу. Крадущаяся, первая, вторая, третья, минуя все половинки. Но, похоже, передаточные числа между этими передачами с нашим редуктором уже превращаются в пропасть. И мы проваливаемся с буста. Сейчас будем пробовать с половинками. Переключений будет вроде больше, но вроде оптимальные обороты и буст. Так, пробуем. Трогаться мы уже умеем. Есть. Первая. Есть. Половинка первая зашла. Вторая низкая. Зашла. Вторая высокая. Давай. Это должна быть сотка. Квотер. Нет, не заходит сотка. И все, мотор кончился. Мотор кончился.
Но она могла зайти. Никак. Все, мотор ушел. Не разгоняется. Обидно. В которой серии подряд у нас уже обидно. Старт! Крау! Есть! Вытянули! Первая где-то здесь. Попал! Да! Первая половинка ушла! Низкая 2 просрал! Не включилась. Хорошо, низкая 2 хоть так зашла. Высокая 2 просто до сотки бы разогнаться. И она сдувается у отсечки. Все, нету мотора. Ничего не сделать. Все. Как будто ограничители, а машина начинает останавливаться. Все, я могу дальше третью включить. Все, она перестает ехать. 95, 96, 97, 47 секунд, да. Мотор затупливает на второй верхней. Думает там полминуты, потом начинает ехать. Но даже если бы он не затупливал, у нас было бы секунд 20. Никак он быстро не поедет с таким количеством переключений. Давай, погнали, пробуем. Первая. Есть, поехали. Краул, вернее, первая. Угадали, я стал угадывать передачи. Вторая крадущаяся, угадали. Туда, зашла, есть. Давай, сразу вторая верхняя, пожалуйста, вези нас. 20 секунд, 90, 97, 98, 100. Да, 20,5 секунд, я угадал. Получилось, но это лучшее. Ребята, это лучшее. Сотка на КамАЗе за 20 секунд, да. И он дальше ее едет, естественно, спокойно. Да, результат совсем не тот, который я хотел. И все, снова мотор кончился. А удивительно, даже когда я просто еду. Необъяснимо. Заглох. Ну, вообще заглох. Все, мотор показал свои 20. Что-то у нас не то по мотору, конечно. A few moments later. Короче, это топляк. По-любому это топляк. Ему, бедняге, просто не хватает дизеля. Он хочет кушать. Этой вешке нужно ведрами, чтобы прям лилось. Все отлично, видишь. Чисто подкачали, короче, дизель подкачивающим насосом. Все завелось и сразу же работает. Да, этому братишке нужно много еды. Вероятно, поэтому он и плохо разгоняется. Он просто вытаскивает все топливо из стакана, который там есть, пока он едет. А дальше ему не всосать столько. Нужно серьезно работать с топливной. Наверное, поэтому он просто не развивает всей мощности. Хотя, если я сейчас буду ехать спокойно, конечно, это сказка. Переключаться можно без проблем. Только если тебе не надо рвать. Можно даже сразу на повышенную. Да, 80 набирает играючи. Видите, все меняется, когда ты в грузовике переходишь с гонки на просто обычный режим перевозок. Тут, конечно, все сразу отлично, все работает. Эта коробка делалась для этого, у нее все в порядке. Никаких нареканий к ней нет. Но как только ты начинаешь ее рвать, пытаться переключаться быстро, жестко, коробка ведет себя, и двигатель даже, просто отвратительно.
Самое главное, господа, смотрите, у нас, ну, вернее, вы сейчас не увидите, короче, мы потрогали мосты, потрогали раздатку, и получается, что ничего не греется. То есть цель сегодняшней миссии — выяснить, что у нас наша раздаточная коробка, ну, редуктор, как вы его хотите, мультипликатор называйте, он не греется, он живет, и все нормально под этими оборотами, под этими скоростями и даже под дрифтом. Есть также два моста камазовских, которые были вариант, что, во-первых, они не выдержат такой мощности, они просто сгорят, или их порвет полуоси, в общем, и неважно. И второй был вариант, что они не выдержат того, что работают кверх ногами, ведь это камазовский мост, который развернут кверх ногами, он смотрит вниз тем, что должно быть сверху, и наоборот. Тем не менее, мосты, даже сейчас температура у них комнатная, руку вот так прислоняешь и держишь сколько хочешь. Раздача еще холоднее. Да, раздача за счет того, что она прямозубая, издает соответствующий звук, и она издает соответствующие вибрации, поскольку она еще и без подушек крепится прямо на раме. В связи с этим, конечно, наблюдается легкий дискомфорт. Напоминаю, мы это делали все для того, чтобы понять, будет ли жить вообще эта сборка. Самое страшное, как во всем этом, на 100 км в час живет сам КАМАЗ. Это некое парящее в воздухе создание, иногда цепляющееся колесами и не всегда хорошо управляемое. Но при этом жить он все равно может. И до сотки он едет целых 20 секунд. Скорее всего, только из-за того, что ему не хватает топлива. Потому что, когда мотор долго находится с нажатой педалью в пол, он около сотки начинает захлебываться. Видимо, мало этому малышу дизеля. В этом вот обида этого видоса. Это было невозможно узнать, когда вы ездите на треке, когда вы ездите в каких-то вот, знаете, ну, классических пробросах. А когда вы 20 секунд держите в пол нажатую педаль газа, здесь-то и проявляются эти косяки. В общем, что, осталось на самом деле наладить всю эту топливную систему, потому что мосты и коробку раздатку делать уже не надо. Сцепа держит, все замечательно. Дрифт, фигифт, дым, все колбасит здорово, рулится, едет. Устраняем эти неполадки и пробуем разогнаться до сотни еще. Но мне кажется, что все-таки сильно быстрее он не поедет. У нас будет вместо 20, наверное, 15. И связано это все-таки с коробкой передач, потому что невозможно быстро переключить передачи. Если в хорошей машине до сотни это одно переключение, то есть сотка — это отсечка второй передачи. У нас крадущаяся — раз, первая — два, первая высокая — три, вторая — 4. Вторая высокая 5. Вы представляете? У нас 4 переключения до 100 км в час. И каждое из этих переключений не быстрое. Это выжил, подождал, отпустил. Каждое переключение по полсекунды. Но даже если мы уберем хорошо этих 4 переключения по полсекунды, это все равно будет не 20, там, а 18, да, при супер идеальной коробке. Но такая масса, видимо, двигатель не развивает всей мощности. Потому что по моим прикидкам энерговооруженность более 100 сил на тонну должна давать выезд из 10. Много вопросов. Попробуем поработать с двигателем, зашить, сделать так, чтобы турбо дуло еще раньше, хотя она и так дует снизу. Может быть, двинуть отсечку чуть-чуть дальше, чтобы мы переключались еще до отсечки, чтобы мы в нее не проваливались и передачи стали чуть длиннее. Непонятно, интересно и пока страшно, потому что хотелось, чтобы он ехал 7-8, а он едет 20. Это совсем не то, чего мы ожидали, и мы толком не можем понять, в чем же мы и где ошиблись. Но будем разбираться дальше. Спасибо вам огромное всем, что смотрели эту серию. КамАЗ показал, что пока что он больше дрифт корч, нежели драгстер. Удачи вам всем и пока.